Всем привет! Добро пожаловать на канал Путь Друида, посвященный друидам и магии. С вами Денис, и в этом видео мне хотелось бы рассказать о действительно хороших книгах и ресурсах, посвященных друидизму. Когда после долгого перерыва в практике друидизма я захотел найти хорошие книги по этой теме, я уже знал, что искать их на русском языке не стоит. Поэтому я направился в Google и просто набрал в поиске Druidry Good Books. Одним из результатов поиска, заинтересовавшим меня, оказалась статья Druid Reading Recommendations, написанная Джоном Беккетом. Это прекрасный пост, в котором собраны ссылки на рекомендуемые автором книги и ресурсы. Чтобы хотя бы ознакомиться с книгами из этого списка, потребуется много времени. И я сам еще в процессе. Так что если у вас нет времени, чтобы даже досмотреть это видео до конца, отправляйтесь прямиком в блог Джону Беккету, ссылка в описании, и приступайте к изучению. Тем более, что много из этого списка взято мною для моего собственного, хотя и не все. Сразу скажу, что покупку книг в российских книжных магазинах я не рассматривал. Книги я покупаю на Amazon, по возможности в электронном виде, поскольку доставка в Россию зачастую стоит столько же, сколько как минимум одна, а то и 2-3 книги. И хотелось бы дать один совет. Кое-что из этого списка можно совершенно бесплатно получить в виде аудиокниг на том же Amazon. Но на этом минутка бесплатной рекламы Amazon закончена. Давайте перейдем непосредственно к списку тех книг, с которых начинал я. Хочу сразу заметить, что то, что я дальше буду рассказывать в этом видео, это не рецензии на книги. Это мои общие впечатления. Книги идут не в порядке важности, а в том порядке, в котором я их читал. Более того, в этом списке нет многих других замечательных авторов-друидов, главным образом по двум причинам. Первое, я их сам пока не читал, и второе, видео не резиновое, обо всем рассказать не получится. Итак, первая книга, которую мне удалось прочитать, называется The Druidry Handbook – Spiritual Practice Rooted in the Living Earth, написанная Джоном Майклом Гриром, с предисловием от Филиппа Каргома. На тот момент я уже знал, кто такой Филипп Каргом, но я не читал его книг. Книга эта мне очень понравилась. Она состоит из 3 частей, последовательно раскрывающих историю, основные положения философии и практики друидов. Книга написана прекрасным английским языком, простым, ясным и понятным. Я очень рекомендую эту книгу и этого автора в целом. Джон Грир возглавлял The Ancient Order of Druids in America, также известный под аббревиатурой AODA, с 2003 по 2015 год. А с 2013 он возглавляет основанный им же Druidical Order of the Golden Dawn. Немного нарушу здесь хронологический порядок и порекомендую, если вас интересует ритуальная магия друидов, еще одну книгу Джона Майкла Грира, которая называется The Druid Magic Handbook – Ritual Magic Rooted in the Living Earth. Эта книга сложнее предыдущей. Я бы сказал, что она рассчитана на продвинутых друидов. Просто прочитать ее, как это сделал я, не получится. Книга подразумевает серьезную и времязатратную практику. Но в ней есть и более простые упражнения, и ритуалы, рассчитанные на casual druids. Словом, Джон Майкл Грир – один из моих любимых авторов друидов. Читайте его книги и блог. Все ссылки в описании. Следующей книгой стала Druid Mysteries – Ancient Wisdom for the 21st Century, написанная Филиппом Каргомом, которую я уже рекомендовал в одном из своих предыдущих видео. Филипп Каргом – друид, писатель и психолог. С 1988 года он возглавляет Obote, а в 2020 году его должность займет Имма Берк. Скажу честно, мне нравится все, что делает Филипп Каргом, поэтому я по возможности читаю почти все, что он пишет о друидах. Эта книга – отличное введение в мир современного друидизма. Она написана прекрасным языком и хорошо структурирована.
В ней есть информация по истории друидов, основным положениям их философии, праздникам Колеса Года и так далее. В книге также есть список дополнительной литературы, рекомендованной для более углубленного изучения той или иной темы. Впрочем, список литературы есть и в книгах Джона Майкла Гриера. Это вообще один из признаков хорошей книги. Druidcraft – The Magic of Wicca and Druidry. Это следующая книга, которая меня заинтересовала, и которая будет интересна виканам и всем тем, кто интересуется Виккой. Написана также Филиппом Каргомом. Основная идея автора состоит в том, чтобы показать, что друидизм и Вика, имея свои особенности и характерные черты, имеют при этом и много общего, и в том, чтобы показать, как эти два пути можно совмещать, по крайней мере тем, кто практикует магию, поскольку не все друиды практикуют магию. Я слушал аудиоверсию этой книги, и она прекрасно прочитана самим автором. Там много полезной информации по магии, друидизму и вике для начинающих, с упражнениями и практическими заданиями. Есть и описание ритуалов. Например, когда я еще только начинал и не знал, как мне отметить Иммалк 2018 года, я нашел прекрасный пример церемонии получения благословения Бриджит, который использовал в праздновании. А медитация The Blessing of the Elements, проведенная Филиппом, до сих пор одна из моих самых любимых. The Path of Druidry – Walking the Ancient Green Way by Penny Billington. Это следующая книга, которую я прочитал, а вернее тоже прослушал и очень рекомендую. Penny Billington – Druid Obote, писатель, лектор, ведущая семинаров. Эта книга также рассчитана на начинающих друидов и имеет своей целью помочь человеку понять основы практики. В этой книге много упражнений и прекрасных практических советов. Именно благодаря ей я в полной мере осознал, почему диванных друидов не бывает и почему у друидов должна быть грязная обувь. Примечательна структура книги. Теория и практика современных друидов интерпретируется в свете цикла валлийских сказаний Мабиноги. The Path of Paganism – An Experience-Based Guide to Modern Pagan Practice Джона Беккета. Следующая книга уже не безызвестного нам Джона Беккета, которую я прочитал, напрямую не посвящена друидам. Но вместе с тем она дает прекрасную перспективу того, что такое современная языческая практика в ее лучшем виде. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто задается вопросом, как должно и не должно выглядеть современное язычество. Джон Беккет – друид, имеющий множество титулов, но я назову лишь два из них. Первое – он друид Obote, и второе – он ответственный координатор в организации, известной под названием Завет унитарных язычников-универсалистов, или CUUPS, города Дентон. А еще Джон Беккет ведет прекрасный блог, ссылка в описании. The Bardic Book of Becoming – An Introduction to Modern Druidry by Ivan Macbeth закрывает мой далеко не полный список хороших книг по друидам. Айван Макбет умер в 2016 году. Так же, как и большинство авторов моего списка, он был членом Obote, а также основателем Green Mountain Druid Order. Эта книга также ориентирована на начинающих друидов, что следует из ее названия, но это отличная книга. Она прекрасна своей личной откровенной историей Айвана, которую он рассказывает читателю, историю личностного и духовного становления, пути взлетов и падений, но в конечном счете обретение себя. А еще там прекрасные практические задания, упражнения и несколько очень красивых ритуалов. Я очень рекомендую эту книгу вообще всем, кто ищет себя в этом мире. Я хочу также выделить несколько самых крупных орденов друидов Великобритании и США, которые давно существуют, ведут активную деятельность и, что наиболее важно, предлагают обучение в той или иной форме. Посетите их сайты, изучите то, чем они занимаются, сравните. Но помните, вам не обязательно вступать в орден друидов, чтобы быть друидом. Я, например, думал целый год, прежде чем вступил в Obote. А пока я думал, я читал книги, изучал и сравнивал. Помните, у друидов нет догм единого центра правильного друидизма. Соединенное Королевство. The Order of Bards, Waits and Druids, или OBOD. The British Druid Order, или BDO. Соединенные Штаты Америки. The Ancient Order of Druids in America, или
AODA. И A Druid Fellowship, известный также как ADF. Хочу также дать несколько дополнительных ссылок, связанных с деятельностью Obote. Страница в Facebook. Там публикуются различные материалы по теме друидизма, а также каждую неделю проводятся мини-ретриты по 20 минут, которые называются Tea with a Druid, где друиды Obote, пока что чаще всего Филипп Каргом, говорят на ту или иную тему и затем проводят короткие медитации. Это потрясающая возможность почувствовать себя частью сообщества друидов, знакомиться и заводить друзей. Посетите также личный сайт и блог Филиппа Каргома. Обязательно подпишитесь на подкаст Obote, который называется Druidcast, выходящий около 20 числа каждого месяца. Там много отличной музыки, интересных интервью, лекций и рассказов. Ведет подкаст замечательный Dave the Bard. Обязательно посетите его сайт, читайте его блог и слушайте его музыку. Особенно две первые ветви Мабиноги. Они просто великолепны. YouTube-канал Esoteric Moment Дэнни. Прекрасный канал, посвященный друидизму. Дэнни, также друид Obote, была одной из тех, кто вдохновил меня на то, чтобы вновь стать друидом, а также на то, чтобы начать вести этот канал. Ее видео сильно помогли мне, когда я только делал свои первые шаги в друидизме. Она говорит на важные для друидов темы, делает отличные обзоры книг и делится личным опытом. А также она, насколько мне известно, единственная, кто сделал обзоры курсов Obote всех 3 степеней. А еще у нее есть свой топ-5 лучших книг для начинающих друидов. Обязательно посмотрите это видео. Это видео пора заканчивать, оно и так получилось слишком длинным. Но есть одна проблема. Все вышеперечисленные источники на английском языке. Что делать, если хочется почитать по друидам качественные материалы, но английский вы еще только учите? Поэтому мне хотелось бы закончить это видео парой ссылок на действительно качественные источники по друидизму на русском языке. Во-первых, это сайт druidism.ru. У них также есть группа ВКонтакте. Это серьезный ресурс по истории и культуре кельтов, а также по друидизму. А во-вторых, потрясающий паблик во ВКонтакте под названием «Магия леса» человека, известного под именем Метраут Койдиок. Прошу прощения за мой валийский. Обязательно подпишитесь и читайте все. Автор прекрасно пишет, владеет кельтскими языками, очень ответственно подходит к сбору и проверке публикуемого материала. И, пожалуй, это все на сегодня. Большое спасибо, что посмотрели. До встречи в следующий раз. Да будет мир во всем мире. Пока.